Барон Сигизмунд Герберштейн был известным немецким дипломатом XVI века и не раз выполнял разнообразные дипломатические поручения в разных странах Западной Европы и в Турции. В 1517 году император Священной Римской империи Максимилиан отправил его послом в Москву. В то время Россией правил великий князь Василий III. Москва воевала с Польшей и Литвой за приграничные области. В 1514 году русские взяли Смоленск. Герберштейн получил сложное поручение подготовить перемирие Польши и Литвы с Россией и добиться передачи Смоленска польскому королю. Но миссия была невыполнима. В 1526 году Герберштейн посетил Россию снова. На этот раз перед ним была поставлена задача не только добиться русско-польского перемирия, но и договориться о поддержке России в борьбе Священной Римской империи против Турции. Но и эта поездка окончилась безрезультатно. После возвращения Герберштейн написал книгу, которую он назвал «Записки о Московии». Во время своего пребывания в Москве он выучил русский язык и познакомился с русскими историческими источниками. Он читал летописи и беседовал с образованной верхушкой русского общества. Несмотря на то, что его миссии закончились неудачей, Герберштейн избежал в своем сочинении предубежденного отношения к русским. Историю русского государства он довел до времени Василия III. Много места в своих записках он уделил государственным проблемам. Также он касается и международных отношений, дает характеристику Литве и Польше, описывает также земли Белоруссии, Украины и Литвы. Интерес к новым землям был типичен для той эпохи, и это послужило одной из причин популярности записок о Московии. Герберштейна интересовали также различные стороны жизни русского народа. Он включил в свои записки даже часть текста судебника 1497 года, известного памятника русского права, и фрагмент церковного устава князя Владимира. Много внимания немецкий посол уделил быту русских людей, описал их праздники, рассказал об обычаях. Закончил записки о Москве Сигизмунд Герберштейн обширным описанием приема иностранных послов в России. Но начинает он свое произведение с размышлений, почему московское государство называется Россией. Существуют различные мнения о том, от чего Руссия получила свое название. Некоторые думают, что она получила имя от Руса, брата или племянника Леха, князя польского, который будто бы был русским князем. По другим, от одного очень древнего города именем Руса, недалеко от Великого Новгорода. По третьим, от смуглого цвета этого народа. Многие полагают, что Руссия прозвалась от Роксолании через перемену звуков. Но московиты отвергают эти мнения, как несогласные с истиной, подтверждая тем, что их народ издревле назван Россия, то есть народом рассеянным или разбросанным, на что указывает самое имя, потому что Россия на языке русов значит рассеяние. Справедливость этого ясно доказывается тем, что и теперь еще разные народы живут в Руси, перемешаны друг с другом, и что различные области Руси смешаны с другими. Известно также читающим Священное Писание, что и пророки употребляют слово «рассеяние», когда говорят о рассеянии народа. Но откуда бы ни получила Руссия свое имя, известно только то, что все ее народы, употребляющие язык славянский и следующие обрядам и вере христианской по греческому закону, по народному прозвищу «русы», размножились до того, что или вытеснили народы, жившие между ними, или принудили их принять свой образ жизни, так что теперь все называются одним общим именем русов.